Символ могущества человека. Воплощенный в металле вызов любым силам природы. Ему ничего не страшно. Он велик, прекрасен и непобедим. Он открыл эру безграничного процветания. И нет такой силы в мире, которая могла бы ему помешать. «Титаник». Весной 1909 года от гренландского ледника Илулиссат откололся очередной огромный айсберг. Длина его достигала 1 километра, а водоизмещение, то есть приблизительный вес, около 2,5 миллионов тонн. В это же время, 31 марта 1909 года, в 3000 миль от Гренландии, в ирландском городе Белфаст, закладывается корабль длиной 269 метров, водоизмещением 52 300 тонн. Создатели решают назвать уникальное судно «Титаник». На тот момент это был самый большой движущийся объект, созданный человеком. Длина 269 метров – это протяженность 2 лондонских кварталов. Если бы можно было поставить «Титаник» вертикально, он оказался бы почти в 2 раза выше пирамиды Хеопса и собора Святого Петра в Риме, на 100 метров выше Кёльнского собора и на 20 метров выше нью-йоркского небоскреба Вулвард. Ширина 30 метров. Высота от киля до верхушек труб почти 53 метра. Средняя осадка более 10 метров. Надводная часть высотой с 14-этажный дом. Весной 1911 года айсберг вышел из фьорда Илулиссат в открытое море. Был подхвачен западно-гренландским течением и поплыл на север. Этой же весной, 31 мая 1911 года, «Титаник» был торжественно спущен на воду. В честь этого события были выпущены специальные открытки и сувениры. Приглашено множество знаменитых гостей и журналистов, которых непрерывно угощали дорогим шампанским. Для смазки салазок, по которым «Титаник» под гром фейерверков сходил со стапелей, использовали рекордное количество масла и жидкого мыла – 23 тонны. Но «Титаник» не был освящен по морскому обычаю, а его борт не разбивали бутылку с шампанским. Хозяева судоходной компании верили в технический прогресс и считали старые морские обряды пережитком прошлого. Зимой 1912 года в Белфасте и Саутгемптоне начали продавать билеты на «Титаник». В это время айсберг вместе с гренландским течением повернул на юг и поплыл вдоль северо-восточного побережья Канады со скоростью 19 км в сутки. К началу весны он уже был у острова Ньюфаундленд, где обычно застревают и тают 99% гренландских айсбергов. 3 апреля 1912 года «Титаник» прибыл в Саутгемптон. Лайнер и его экипаж уже были готовы отправиться в плавание, когда возникло неожиданное препятствие. Вполне заурядное событие для Англии той поры. В стране началась забастовка шахтеров. Отплытие «Титаника» оказалось под угрозой. Ему попросту не хватало угля, чтобы отправиться в плавание. Но именно в этот момент руководство компании White Star Line приняло решение, ставшее первым в цепи случайностей, совпадений, недоразумений и сыгравшее свою роль в судьбе корабля. Уговаривая капитанов и судовладельцев, убеждая и переплачивая, компания выкупила весь уголь, имеющийся на складах и других судах.
А далее словно последовала цепная реакция. Многие рейсы были отменены. Пассажиры сдавали купленные билеты и стремились попасть на «Титаник». Возможно, единственное судно, которому следовало остаться в порту. В начале апреля айсберг минует мели возле Ньюфаундленда и выходит на трансатлантические пути. Примерно в это же время, 10 апреля 1912 года, «Титаник» торжественно отправляется в свой первый рейс. Через 7 дней он должен быть в Нью-Йорке. Среда, 10 апреля. Это просто вавилонское столпотворение. Среди пассажиров «Титаника» оказался знаменитый журналист Уильям Стит. Он направлялся на мирную конференцию в США по личному приглашению президента Уильяма Тафта. Уильям Томас Стит, 63 года, пассажир первого класса. Каюта С-87. Билет номер 113-514. Журналист, публицист, общественный деятель. Первым начал борьбу против детской проституции. Пропагандировал принцип «мир через арбитраж». Выступал против англо-бурской войны. За 100 лет до создания Евросоюза разработал проект Соединенных Штатов Европы. Первым в истории журналистики ввел практику интервью и метод журналистского расследования. Вероятный претендент на Нобелевскую премию мира 1912 года. На причале очень забавно. Великосветские дамы в шляпах размером с колесо проталкиваются мимо иммигрантов, которых осматривает карантинный врач. Лица у них такие, будто они в первый раз видят рабочего. Хотя не исключено, что так оно и есть. А багаж? Просто удивительно, как много вещей необходимо некоторым для жизни. «Титаник» был способен вместить 46 328 тонн груза, включая топливо и запасы продовольствия. Согласно принятой классификации, «Титаник» считался королевским почтовым судном. Почтовые отделения располагались в нижней носовой части лайнера. Там были размещены 3500 мешков с почтой, включавших 300 тысяч писем, а также самые различные грузы. От автомобиля «Рено» до портрета Гарибальди с автографом и мармеладной машины, принадлежащей мисс Эдвине Трут. Апреля, 19:00. Дистанция между айсбергом и «Титаником» 3500 километров. «11 апреля. Второй день плавания. Познакомился с весьма интересным молодым человеком. Hello, I'm Dick Morton. Ричард Мортон, или по-американски Дик Мортон. Бедный мальчик. Вместе с супругой Флоренс он покинул родной Бостон, надеясь сделать в Старом Свете ученую карьеру. Дик мечтал получить место на кафедре прикладной математики в Оксфордском университете, а его супруга — место в британском высшем обществе. Но, увы, они возвращаются домой практически без средств. Денег едва хватило на билеты второго класса. Путешествие через океан всегда было недешевым удовольствием. Особенно на таком корабле, как «Титаник». Однако цены в третьем классе были вполне доступны даже для простых рабочих. Именно сотни бедняков и делали сверхприбыли компаниям-перевозчикам.
Самый дешевый билет третьего класса стоил 2 фунта. Двухнедельный заработок чернорабочего. Самый дорогой билет третьего класса в 4-местную каюту со всеми удобствами 6 фунтов стерлингов или $342 на современные деньги. Билеты второго класса стоили от 10 до 40 фунтов. $2200 на современные деньги. Билет первого класса стоил от 26 фунтов за каюту до 512 фунтов стерлингов за апартаменты, что сегодня составило бы $28 тысяч. 11 апреля, 11:00. Дистанция между айсбергом и Титаником 3200 километров. Изучать попутчиков – это весьма поучительно. Сплошь хозяева жизни и повелители мира. Первым классом путешествовали крупный промышленник, основатель отеля «Астория» Джон Джейкоб Астор IV с юной супругой Мадлен. Владелец крупнейшей в США сети универмагов Мейсис Исидор Штраус с супругой Идой. Миллионер-плейбой Бенджамин Гугенхайм. Леди Люси Дав Гордон, владелица крупного лондонского дома моды Люсиль Мезон. Майор Арчибальд Уиллингем Бат, военный помощник президента США. Вашингтон Роублинг, президент строительного концерна, построившего Бруклинский мост в Нью-Йорке. И другие. Почти все они американские миллионеры, которые изображают себя британских леди и джентльменов. Пожалуй, единственное исключение — миссис Браун из Денвера. Маргарет Молли Браун, 45 лет, из семьи ирландских иммигрантов. С 18 лет работала продавщицей. Вышла замуж за шахтера. Вскоре на его участке обнаружилась золотая жила. Разбогатев, Маргарет занялась благотворительностью, стала участницей феминистского движения и поступила в университет Карнеги. Спустя 23 года семейной жизни развелась с мужем и отправилась путешествовать по Европе. Да, она несколько вульгарна и, в общем, утомительна. Зато без этих вечных кривляний. Она волнуется о состоянии своего внука, из-за болезни которого ей пришлось срочно возвращаться в Денвер. Интересно, что ее дочь, мать заболевшего мальчика, предпочла остаться в Лондоне. Но, в общем, все это пресловутая элита нашего пресыщенного общества, ради которой пассажирский лайнер превратили просто в плавучий дворец. Каюты первого класса и главный салон располагались не на корме, как на других судах, а в центре. Это позволило оградить пассажиров первого класса от шума винта и даже почти избавить от качки. В каютах первого класса были водопровод и паровое отопление. Стюарды вызывали при помощи электрического звонка. Вместо иллюминаторов — большие окна, как во дворце. Вместо радиаторов парового отопления — камины. Мебель и интерьеры апартаментов разрабатывались лучшими художниками. Итальянский ресторан «А-ля карт», кафе «Паризьен» и салон первого класса оформляла и обслуживала британская компания «Ritz». На корабле было несколько музыкальных салонов, прекрасная библиотека и читальный зал, зимний сад с экзотическими растениями, тренажерный зал, корт 9 на 6 метров с галереей для зрителей, а также бассейн размером 10 на 5 метров и комплекс турецких бань с помещениями для отдыха. Судовой медпункт заменяла великолепно оборудованная больница с операционным залом. К услугам пассажиров всех классов были парикмахерские с полным набором оборудования и косметики. В особом помещении для любителей фотографии можно было проявить фотопленку и напечатать карточки. Имелся также салон, предназначенный только для камердинеров и горничных. И специальное отделение для собак пассажиров первого класса. После обеда встретился с четой Мортонов. Юный Дик, несомненно, талантливый математик.
Он вознамерился опровергнуть методом простых уравнений теорию Лапласа о предсказуемости всех событий, которые произойдут в будущем. В общем, он показался мне интересным. Чего не скажешь о его супруге Флоренс. Хотя, надо признать, она весьма хороша собой. Она это знает, и, похоже, ей нравится внимание мужчин. Я видел, как она напропалую флиртовала с молодым радистом, в то время как Дик стоял буквально в 2 шагах и абсолютно ничего не замечал, изучая оборудование радиорубки. Радиооборудование на «Титаник» поставила фирма Marconi & Co. В этом не было ничего удивительного. Именно маркиз Гульельмо Маркони, лауреат Нобелевской премии по физике за изобретение беспроводного телеграфа, был лидером и монополистом радиотехники в Европе. На всех крупных трансатлантических лайнерах стояли передатчики Маркони. Но оборудование «Титаника» было совершенно особым. Впервые в истории прямо с борта лайнера можно было отправить телеграмму. По тем временам это было неслыханной роскошью. Радисты Филлипс и Брайт — щеголеватые и обходительные молодые люди. Видно, что они чувствуют себя особенными здесь. Интересно, что мистер Филлипс работает с таким же рвением, как и ведет светские беседы. Я посчитал, в среднем он пишет со скоростью 18 слов в минуту. Джон Джордж Филлипс, 26 лет, телеграфист. С 15 лет работал в почтовом отделении телеграфистом, после чего поступил в колледж компании Маркони в Ливерпуле. Плавал в качестве радиста на лайнерах «Луситания», «Мавритания», «Адриатик». Right, this is from Mrs. Rochester. Гарольд Сидни Брайт, 22 года, радист. После окончания школы пошел работать почтовым телеграфистом, а затем штатным радистом компании Маркони на лайнерах «Хаверфорд» и «Лузитания». Основная задача радистов на «Титанике» состояла в обслуживании особо состоятельных пассажиров. От желающих отправить телеграмму не было отбоя. «Сообщи маме, что с нами плывет графиня Ротес. Пусть передаст тете Элизабет и тете Агате. Дорогой, не забудь забрать у Флинстоуна ошейник для лорда Уилберфорса». Вышли в океан. Какое захватывающее зрелище. Закат над Атлантикой. Корабль словно скользит по расплавленному золоту навстречу кровавому диску солнца. 12 апреля. Дистанция между айсбергом и «Титаником» 2500 километров. Пятница, 12 апреля. 3-й день плавания. Погода прекрасная. Тем не менее, меня мучает тревога. А я привык доверять своей интуиции. Когда я поделился своим волнением с Мортонами, Дик решительно возразил: все предчувствия и прочая мистика — полная ерунда. Человек — хозяин своей судьбы, и все в его руках. Флоренс просто изменилась в лице. «И это говорит мистер Неудачник, который умеет держать в руках только нож с вилкой», — заявила она и покинула нас. Дик был заметно смущен. Неловкую ситуацию разрешил звук сигнальной трубы стюарда. Пора было переодеваться к ужину. Ежедневно на «Титанике» готовилось от 6 до 10 тысяч трапез, большая часть которых состояла минимум из 4 блюд. Кухня была снабжена 2 самыми большими в мире плитами, каждая с 19 духовками. В холодильниках находились 75 тысяч фунтов мяса, 11 тысяч фунтов свежей рыбы, 35 тысяч яиц, почти 3 тонны помидоров, 40 тонн картофеля, 50 ящиков грейпфрутов, винограда, лимонов, 5 тонн сахара, разнообразные сыры, устрицы, спаржа, артишоки, а также в особых камерах свежие цветы. Столовых салфеток с монограммой 45 тысяч, полотенец 50,5 тысяч. Удивительно. Здесь предусмотрены даже пледы в шезлонгах. Недостатка нет буквально ни в чем.
кроме спасательных шлюпок. Я подсчитал. Их всего 20. Не маловато ли? Одна шлюпка была рассчитана на 65 человек. На борту «Титаника» находилось 2200 человек, то есть шлюпок должно было быть не меньше 60. Однако, согласно действовавшему тогда британскому кодексу торгового мореплавания, количество шлюпок высчитывалось по тоннажу судна. Кодекс был составлен в 1894 году, когда самые большие суда имели водоизмещение около 10 тысяч тонн. И этому тоннажу соответствовало 20 шлюпок. Водоизмещение «Титаника» было в 4,5 раза больше. 20 спасательных шлюпок едва хватило бы для половины людей, находившихся в тот момент на борту. Кроме того, на «Титанике» никогда не проводились обязательные учения по посадке в шлюпки. В штатном расписании даже не была предусмотрена должность помощника капитана, ответственного за спасательные работы. Я разыскал мистера Брюса Исмея. Кто, как не директор компании-перевозчика, отвечает за безопасность пассажиров? Джозеф Брюс Исмей, 50 лет, пассажир первого класса, каюта Б-52, 54, 56, билет номер 112-058, председатель и управляющий директор судоходной компании White Star Line. Пытался сделать свои суда привлекательными для богатых пассажиров, для чего в 1907 году инициировал строительство фешенебельных лайнеров водоизмещением свыше 50 тысяч тонн. Первым в этой линейке стал суперлайнер «Олимпик», вторым «Титаник». В 1909 году его компания вошла в американский трест международных коммерческих перевозок, а сам Исмей стал директором этого треста. Мистер Исмей со всей уверенностью сообщил мне, что шлюпки на «Титанике» — это пустая формальность. Они понадобятся только если мы вдруг встретим терпящий крушение корабль. Тогда невозможно было даже представить себе обстоятельства, при которых шлюпки могли бы понадобиться пассажирам «Титаника». Он был придуман и создан абсолютно непотопляемым. «Титаник» был сделан из высококачественной стали. Его палубы, переборки, балки и шпангоуты имели исключительную прочность. Борта обшиты стальными листами толщиной 4 сантиметра. Всего на обшивку ушло 2000 листов и соединялись с заклепками из ковкого железа. Тройной ряд заклепок на каждый шов. Всего 3 миллиона заклепок. Но на случай возможной аварии была предусмотрена особая система. Корабль имел двойное дно и был разделен на 16 водонепроницаемых отсеков особыми переборками, которые закрывались герметичными дверьми. Обычно эти двери были открыты, но при необходимости их можно было закрыть за несколько секунд. По сигналу с капитанского мостика электромагниты автоматически освобождали защелки, и все 12 дверей одновременно опускались. Открыть их можно было только после отключения электропривода. Все переборки были настолько прочными, что должны были выдержать значительное давление при получении пробоины. По расчетам конструкторов, «Титаник» мог оставаться на плаву при затоплении любых 2 отсеков, или любых 3 из первых 5 отсеков, или даже 4 из первых 5 отсеков. Вообразить катастрофу, при которой были бы пробиты сразу 5 отсеков, было просто невозможно. По-моему, все эти господа из White Star Line безмерно заносчивы. А взять хотя бы название «Титаник». А ведь они совершенно упустили из виду, что в греческой мифологии титаны, возомнившие себя сильнее богов, и были низвергнуты в мрачную бездну Тартара. 12 апреля, 23 часа 10 минут. Дистанция между айсбергом и «Титаником» 2000 километров. Когда дойдет до 76, продавайте. Гугенхайм. Завтра день ангела тетушки Розмари. Отправь ей дюжину роз. Амалия.
Зная, что на корабле прекрасная библиотека, я не удержался от соблазна. И что же? Первое, что мне попалось под руку — романчик с названием «Чета». Библиотекарь сказал, что эта книга принадлежала одному из матросов, который прямо перед отплытием вдруг уволился с корабля. Фантастический роман Моргана Робертсона «Чета или крушение Титана» вышел в 1898 году, задолго до трагического рейса. «Титан» — название огромного корабля, который по описанию оказался удивительно похож на «Титаник». Самый большой, комфортабельный, непотопляемый. Совпадали даже основные технические характеристики. Вымышленный «Титан» затонул посреди Атлантики, столкнувшись ночью с айсбергом. Думаю, эта книга не случайно попала мне в руки. Это предупреждение. Знак судьбы, в конце концов. Тот выдуманный корабль не успел свернуть из-за большой скорости гонки за рекордами. Интересно, с какой скоростью идет «Титаник»? К 1912 году обычной для трансатлантических кораблей являлась скорость в 18 узлов – 33 км в час. «Титаник» же на полном ходу мог развить скорость в 25 узлов – 46,5 км в час, что равнялось в те времена скорости самого быстрого военного миноносца. Суббота, 13 апреля. 4-й день плавания. С утра первым делом я направился поговорить с капитаном, мистером Смитом. Насколько я помню, именно он был капитаном «Олимпика», судна-близнеца «Титаника», когда «Олимпик» получил пробоину, столкнувшись на полном ходу с крейсером «Хоук». Эдвард Джон Смит, 62 года, капитан «Титаника», командор компании White Star Line. Служил на трансатлантических судах «Репаблик», «Адриатик», «Олимпик». Участвовал в Англо-Бурской войне в качестве командира транспортного судна. За время службы в мирное время приобрел репутацию капитана самых надежных судов. Его жалование в компании было беспрецедентно высоким – 1250 фунтов в год, плюс премия в размере 200 фунтов в случае отсутствия происшествий во время плавания. Мистер Смит заверил меня, что в настоящий момент «Титаник» идет на скорости 22 узла. И это не предел. Не задействованы еще 2 котла. Снижать скорость он не собирается, иначе «Титаник» придет в Нью-Йорк позже запланированного. Оказывается, капитан выбрал для «Титаника» маршрут, который немного длиннее, чем обычный, но при этом безопаснее. На тот момент существовало 2 трансатлантических пути. Первый – короткий или северный путь. Поворот на Нью-Йорк корабль совершал достаточно близко от острова Ньюфаундленд, и это позволяло срезать примерно 300 километров. Второй – длинный или южный путь. Поворот совершался южнее, чтобы избежать скопления плавучих льдов. Зима 1912 года была очень мягкой. Следовательно, айсбергов должно было быть больше, чем обычно. Капитан Смит рассчитал для «Титаника» особый маршрут, еще южнее, чем южный путь, чтобы наверняка избежать встречи с айсбергами. В такую погоду просто невозможно сидеть взаперти. Вечернее низкое солнце и этот волнующий западный ветер. Хочется запомнить каждое мгновение навсегда. Флоренс Мортон прогуливалась по палубе в гордом одиночестве, пока не заметила меня. Пришлось изображать светскую беседу. Через 5 минут у меня возникли смутные подозрения. 10 минут спустя они подтвердились. Миссис Мортон явно и откровенно флиртует со мной. Со мной, который годится ей в отцы. Хочет вызвать ревность мужа. Но Дика нигде поблизости нет. Я чувствовал себя крайне неуютно. Старый потертый гриб и очаровательная юная леди. Впрочем, даже из ее щебетания, оказывается, можно извлечь толк. Все дело в сверхчувственном восприятии, интуиции, которая заменяет большинству наших дам интеллект. Флоренс вдруг спросила: «А разве у моряков не должны быть бинокли? Я всегда представляла их с биноклями». Я замер на месте. Она абсолютно права.
Я оставил Флоренс в шезлонге, а сам направился в сторону капитанского мостика. По пути я встретил мистера Лайтоллера. В первый рейс «Титаника» Лайтоллер должен был идти как первый помощник капитана. Но прямо накануне отплытия капитан Джон Смит произвел неожиданные перестановки в офицерском составе судна. Сам капитан прежде служил на корабле «Олимпик» и захотел привезти оттуда своего старшего помощника Генри Уайлда. Для этого старпому «Титаника» Уильяму Мердоку пришлось подвинуться и занять место первого помощника вместо Чарльза Лайтоллера. Лайтоллер, в свою очередь, стал вторым помощником вместо Дэвида Блэра. А Блэру пришлось покинуть «Титаник», о чем он весьма сожалел. Спустя 3 дня, когда «Титаник» уже вышел в море, Блэр обнаружил в кармане ключ от сейфа с биноклями. В спешке и расстройстве он забыл передать его своему преемнику. Спустя 95 лет ключ был продан на аукционе за 90 тысяч фунтов стерлингов. 180 тысяч долларов США. 14 апреля, 8:45 утра. Дистанция между айсбергом и «Титаником» 900 километров. Воскресенье, 14 апреля. Погода прекрасная, в отличие от моего настроения. Во время утреннего мациона был застигнут врасплох неугомонная миссис Мортон. Похоже, она вознамерилась взять меня штурмом, как Севастополь. Зачем? Хотя что-то об этом есть у Фрейда. Некоторые юные женщины предпочитают мужчин зрелого возраста. «Мама, встречай меня в Нью-Йорке 17-го. Я ухожу от Ричарда, Флоренс». Оливия хочет в подарок кокер-спаниеля. Не перепутай, Берти. В радиорубку «Титаника» приходит ледовое предупреждение от парохода «Корония». Филлипс в это время принимает и отправляет частные телеграммы. Лично капитану. Ледовое предупреждение. Замечено скопление плавучих льдов в районе 42 градусов северной широты, 49,51 градуса западной долготы. Корония. Получив предупреждение, капитан не придает этому особого значения. Ice report, sir. В этих широтах плавучие льды – обычное дело. Известно, что с 1892 по 1912 год было совершено 32 тысячи рейсов через Атлантику. За все это время от столкновения с айсбергом серьезно пострадало только одно судно. Жертв не было. Лично капитану. Ледовое предупреждение. Миновали айсберги и обширные ледяные поля в районе с координатами 41 градус северной широты и 49 градусов западной долготы. Балтик. Прочитав очередное сообщение, капитан приказывает внимательно следить за курсом и отправляется на ланч. Сообщение от судна «Америка» гидрографическому управлению. 14 апреля Америка встретилась с 2 большими айсбергами в точке с координатами 41 градус северной широты и 50 градусов западной долготы. Решил посмотреть на размещение пассажиров 3-го класса. К моему неприятному удивлению выяснилось, что у них нет прямого выхода на шлюпочную палубу. Это возмутительно. Пассажиры кают 3-го класса были отделены от 1-го и 2-го класса воротами, находившимися в разных частях судна. Это было предусмотрено законом Соединенных Штатов об иммиграции в целях предотвратить возможное распространение инфекционных заболеваний. 14 апреля, 17 часов 50 минут. Дистанция между айсбергом и «Титаником» 460 километров. Лично капитану. Ледовое предупреждение. Вижу большое ледовое поле в районе 42 градусов северной широты, 49 градусов западной долготы. Калифорния.
втором забеге поставь на лохматого Джо. В третьем забеге на красотку Нэн. Поздравляем леди Чафнелл и мистера Рочестера с помолвкой. Ида Исидор Штраус. К вечеру резко похолодало, но гуляющих на открытой палубе предостаточно. Как непринужденно объяснила мне миссис Молли Браун, все хотят нагулять аппетит перед праздничным ужином. Оказывается, сегодня Пасха, а я и забыл. «14 апреля, 21 час 40 минут. Дистанция между айсбергом и Титаником 84 километра. От Месабы Титанику. Лед в районе между 42 градусами северной широты и 49 градусами западной долготы. Мы видели большое скопление битого льда и много крупных айсбергов. Ледяные поля тоже есть. Погода хорошая, ясная. Встретил на открытой палубе Флоренс Мортон. Она была так печальна и одинока, что я не нашел ничего лучшего, как пригласить ее на ужин. Она просияла так, будто я сделал ей предложение руки и сердца. Флоренс произвела небольшой фурор в салоне. Ее весьма откровенный наряд оценили, пожалуй, все присутствовавшие джентльмены, к неудовольствию присутствовавших дам. Интересно, что к концу ужина я был совершенно забыт. Нашлись кавалеры помоложе. Неприятно, но факт. Флоренс флиртовала со мной только ради того, чтобы попасть в салон первого класса. Мистеру Гугенхайму упали до 74. Продавать или ждать? Капитан парохода «Калифорниан», опытный моряк Стэнли Лорд, решил не рисковать, пробираясь ночью среди льдин. «Калифорниан» лег в дрейф на краю ледяного поля. Экипаж может отдыхать, кроме вахтенных. На всякий случай капитан велел радисту Эвансу повторить ледовое предупреждение для всех окрестных кораблей. «Калифорниан Титанику. Привет, старик, мы остановились. Вокруг нас лед. Координаты...» «Заткнись, я работаю. У меня связь с мысом Рейс, а ты мешаешь». Последнее и самое важное из ледовых предупреждений было проигнорировано. Радисты «Титаника» занимались отправлением частных телеграмм. Всего около 250 за тот вечер. На мыс Рейс с судна шли радиограммы о здоровье пассажиров, о предстоящих встречах и помолвках, передавались поздравления и деловые сообщения. В каютах и салонах «Титаника» царили безмятежность, уют и комфорт. На палубе ни ветерка. Крупнейший в мире корабль тихой весенней ночью пересекал Атлантику. Ночь с 14 на 15 апреля 1912 года в северной части Атлантического океана была безветренной и безлунной. Температура воздуха 0 градусов по Цельсию. Температура забортной воды 0,56. Полный штиль. Удивительно спокойная ночь. Ни дуновения. Спать никому не хочется, совершаем вечерний моцион. С верхней палубы видно, как дежурный матрос пьет чай. На Марсовой площадке на высоте 29 метров от ватерлинии дежурят двое вперед смотрящих. Даже в безлунную ночь они способны увидеть препятствие за 3 мили, 6 километров. Но только при наличии морского бинокля. 14 апреля, 23 часа 38 минут. Дистанция между айсбергом и Титаником 900 метров. Вперед смотрящий Фредерик Флит видит в 650 метрах прямо по курсу темную глыбу 30 метров высотой.
2 недели назад этот айсберг попал в лабрадорское течение, начал подтаивать и переворачиваться. От этого его поверхность стала полупрозрачной и отражающей ночное небо. Именно поэтому айсберг было практически невозможно разглядеть даже с близкого расстояния. Вперед смотрящий флит трижды ударяет в колокол, что означает препятствие прямо по курсу. Сигнал принимает первый помощник капитана Уильям Мердок. Мердок отдает команды. Право на борт, рассчитывая обойти айсберг слева. Сразу после этого стоп-машина и полный назад. Чтобы лайнер не задел айсберг кормой, вслед за этим он сразу отдает команду лево на борт. Но корабль слишком велик для быстрого маневра. Как только прекратилось движение винта, снизилась скорость поворота. Инерционный путь «Титаника» составлял около 650 метров. Это равнялось расстоянию до айсберга, именно в тот момент, когда он был замечен. Корабль не успел поменять курс. Подводная часть айсберга проскребла обшивку «Титаника» на 90 метров по правому борту. Так, 14 апреля в 23 часа 40 минут ниже ватерлинии гигантского лайнера была словно подведена черта длинной цепи случайностей, совпадений, недоразумений и человеческого честолюбия. Можно ли было этого избежать? Если бы капитан не затеял перестановки в экипаже прямо перед отплытием, и Дэвид Блэр не забыл бы передать ключ от сейфа своему преемнику, у вперед смотрящего был бы бинокль, и он смог бы увидеть айсберг за 3 мили. Если бы радист Филлипс не был так занят частными телеграммами, он обратил бы внимание на последнее предупреждение судна «Калифорниан» с точными координатами опасной зоны. Если бы капитан Смит снизил скорость при вхождении в опасную зону, «Титаник» успел бы совершить маневр. Если бы айсберг незадолго до этого не перевернулся, его сияющая белая поверхность была бы видна за милю. Если бы не было мертвого штиля, местонахождение айсберга указали бы белые барашки на волнах вокруг него. Если бы в ту ночь светила луна, вперед смотрящий увидел бы даже темный айсберг на 15 секунд раньше. Если бы старший помощник Мердок не дал команду «Стоп, машина», корабль успел бы повернуть еще на несколько градусов. И тогда «Титаник» спокойно продолжил бы свой путь.